Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Telegram. И я предлагаю сегодня такие летние следочки. Почему летние? Они потому что имитируют сандалики. Много таких вот разрезиков. Но на ножке смотрится классно. Симпатично. На фотографии посмотрите. Вот такая красота. Просто из остатков пряжи. Буквально грамм 50-60, совсем немножко. Знаете, клубочек остался, и пожалуйста. Легко, быстро. Это у меня слонимская пряжа микс. От какой-то кофточки оставался. Крючок 2,75. Вяжем и получаем удовольствие. Из остаточков пряжи хочу связать следочки. В круг набираем 14 столбиков с одним накидом. 14. Потом мы круг затягиваем, колечко, и во втором ряду провязываем в каждый столбик уже по 2 столбика. Вот такая небольшая схема у меня есть. 14 набрали, во втором ряду в каждом столбике провязали по 2, 28, и в третьем ряду еще добавим в одном столбике будем вязать 1, во втором 2, и в итоге у нас должно получиться 42 столбика. Провязала первый ряд 14 столбиков, второй ряд в каждом столбике я добавляю раз-два раза в каждом столбике, и в третьем ряду добавляю через раз 2 столбика, чередую с одним, опять добавочный 2 и 1. И теперь наша задача 2 рядочка провязать просто ровный круг. Мы ничего не делаем, соединительным столбиком присоединяемся и вяжем 1, 2, 3, 2 рядочка просто столбик в столбик. И уже потом начинаем вязать интересный, хотя и очень простой узор для следочков. 2 рядочка вяжем ровно. Провязала еще 2 просто рядочка и сделала вот такие маркеры распределения. Что мы делаем? Мы, смотрите, 1, 2, 3 провязали. Это у нас столбик. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Это у нас узор. Пропускаем 6 столбиков. В 7 столбик вяжем веерок. 1 столбик, 2, 3, 2 воздушные петельки и еще 3 столбика. 1, 2, 3, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. И там, где столбик, внизу пропускаем 6 столбиков. В 7 столбик с одним накидом. И столбик с одним накидом вяжем наш центральный узор, вяжем по всему периметру до столбика. Довязали просто столбики, присоединяемся в 3-ю воздушную петельку у нас набранного столбика. 1, 2, 3. И теперь по воздушной цепочке наша задача провязать 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А веерок мы продолжаем также вязать, как он у нас есть. 3 столбика, 2 воздушные петельки. Раппорт узора получается 2 рядочка. В первом ряду мы с вами набираем воздушные петельки, вот они 6. А во втором мы их обвязываем столбиками с одним накидом, тоже 6 штук. А стельку вяжем просто столбиками. Впереди у нас будет вот такой красивый ажурный узорчик. Вот я связала следочек, вот так вот получается. Очень симпатично, очень красиво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня получилось 8 таких вот узорчиков до пяточки. На ножке смотрится здорово. Продолжаем вязать просто-напросто, чередуя один ряд столбики, воздушные петельки, второй ряд столбики. И у нас создается вот такой красивый узор. Вот такой получается следочек. Казалось бы, очень простой узор, веерочек.
воздушные петли и обвязка. И так симпатично получается. Я довязала до пяточки, поставила маркер. Вот наши 6 столбиков. Я поставила маркер там, где у нас один вот самый первый столбик был с одной стороны, и с другой стороны, где мы начинали вязание. Теперь будем вязать пяточку просто ровным полотном. 2, 3. В обратную сторону туда и обратно на длину, на размер пятки. Вот у меня, допустим, пяточка не такая большая, у меня где-то будет рядочков 6. Ну, у каждого по-разному. Наша задача провязать прямым полотном, померить на ножку и сформировать пяточку. Провязала. У меня получилось 6 рядочков. Это по моему размеру. Теперь наша задача с изнаночной стороны вот так я прикладываю и сшиваю. Сшиваю я всегда очень просто, присоединяя одну сторону и вторую. Прошиваю столбиками без накида. Таким образом, с одной стороны подхватываю и с другой. И у меня получается такая вот нехитрая прошивка. Прошиваю туда. И потом, чтобы ниточку не отрезать, я еще соединительным столбиком возвращаюсь обратно, чтобы, во-первых, упрочить шов. Он такой будет более крепкий. Во-вторых, да, чтобы не резать ниточку. То есть задача наша дойти до конца, повернуть вязание, и потом с соединительным столбиком я возвращаюсь в начало вязания. И останется один ряд обвязки, можно больше. Идея достаточно интересная. Хотите повыше сделать сандаль, условный, вязаный, можно провязать несколько рядочков. Доходим до самого верха. Теперь я вяжу в обратную сторону. Ну, на самом деле это не важно. 1, 2, 3. Теперь нужно обвязать до узора. Обвязать интуитивно столбиками с одним накидом. Интуитивно, потому что у нас здесь нет столбиков, и мы провязываем примерно на одном расстоянии столбики наши, потому что у нас их здесь нет, и мы вяжем за боковиночку столбика, довязываем до нашего узора. Что это значит? Сейчас я быстренько дойду и покажу вам. До вот этого момента, где у нас воздушные арочки. Хочу дойти. Вот. Еще вот этот столбик захватим. Он у нас тоже провязывался. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Наш центральный узорчик. То есть я хочу связать еще одну такую лямочку, а можно несколько связать. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем вот эти наши 6 столбиков, которые у нас. И вот там, где столбик, здесь где у нас столбик, вяжем столбик и заканчиваем вязание вот до этого момента. В следующем ряду наша задача также по кругу провязать, обвязать лямочки и еще небольшой, вот покажу здесь вот узорчик. Наша арочка, столбики довязали, начали новый ряд, вяжем, 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 доходим опять до арочки и вяжем 6 столбиков
1 с одним накидом, да? 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 столбиков провязали. Теперь смотрите, что мы делаем. Это у нас последний ряд. В столбик вяжем столбик. 1, 2, 3 и пико. И пико. Второй столбик мы вяжем просто сам по себе. Третий вяжем столбик с пико. 1, 2, 3. По центру вяжем просто столбик. Следующий столбик с пико. Так. Все у меня тут скрипит. Старенький столик. Так, следующий просто. И еще один столбик. Это мы по центру занимаемся украшением нашего следочка. И пико. Вот так вот. В центре. Довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот и все. Получается, что мы с вами дошли до наших простых столбиков. Это у нас уже идет стопа. Узор по центру ножки мы сделали. Можно продолжить на высоту, допустим, связать чуть выше, да, по ножке. Тогда будет, я думаю, очень симпатично. Если таким вот узорчиком продолжить вязать до самого, ну, повыше. Вот, я думаю, будет классно. Довязываем до последнего столбика. Я вязание на этом прекращаю, а можно, да, можно и дальше, и выше. Ниточку отрезаю. Обязательно ее надо спрятать изнутри в столбик, в петельку, там неважно, куда-нибудь подальше, чтобы не видно было, да? Вот, и в итоге что мы получаем? Мы получаем вот такой замечательный следочек. Вот он у нас. Такая имитация, как сандалик, да? А узор-то, смотрите, какой простенький. Я вяжу всегда на размер 36, у меня маленький размер ноги. И с удовольствием ношу следочки. Огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным и свяжете на лето вот такую летнюю идею, такой летний следок. Почему бы нет? До новых встреч!